Снова привет, друзья! С наступающим Новым годом вас! Однажды в июне этого года я уже рассказывал о системе МВД в путинской России. Вкратце рассказывал о том, как там устроена палочная система на примере нашей рыбинской полиции. Через пару дней после публикации того видеоролика меня начали активно искать наши местные сотрудники полиции, бывшие коллеги. По указанию, кстати, начальника полиции. Как я понял, он почему-то нашел себя среди тех, о ком я говорил в том ролике. Видимо, что-то чует за собой. Тогда меня пугали материалом проверки по клевете. Можете, кстати, посмотреть тот видеоролик вновь по ссылке в описании. В общем, сегодня я опять немного поговорю о системе путинского МВД, а также об увольнениях сотрудников за лайки и подписки. В последнее время все чаще приходят сообщения об увольнениях сотрудников МВД, которые были подписаны на ресурсы Алексея Навального, либо просто ставили лайки под оппозиционными постами. По некоторым оценкам, на данный момент уволено может быть уже около сотни сотрудников по всей России. Это только в МВД. Известны также случаи увольнений и в прокуратуре. Иначе как долбоебом я это назвать не могу. Слово «дебилизм» здесь даже будет слишком мягким. Для примера, на меня в Инстаграме подписано несколько десятков действующих сотрудников силовых структур. После появления первых новостей о так называемых чистках в системе, все они как по команде перестали реагировать на мои посты, то есть лайки, комменты. Судя по всему, пришла определенная разнарядка, людей запугали, сработала самоцензура. По моему мнению, сотрудников МВД хотят окончательно превратить в стадо, без права на свое мнение, на свою гражданскую позицию, без права на личную жизнь, без надежды на защиту своих же собственных прав и без возможности служить своему народу. Вместо этого сотрудникам будут дарованы одни лишь обязанности перед преступным режимом и требованием выполнять приказы, незаконные приказы коррумпированных руководителей. Им остается лишь работать на деградирующую с каждым годом палочную систему. По моему мнению, в итоге адекватные и честные сотрудники все чаще и чаще будут увольняться из органов, а набор в эти самые органы превратится в сплошной тест на лояльность этой власти. Около сотни молодых полицейских прошли проверку на детекторе лжи. Таковы условия конкурса, по которым отбирали новых сотрудников. Как я уже и писал в своих соцсетях, подобная дистилляция, вероятно, сделает систему стерильной от инакомыслящих сотрудников, но в то же время стерильной и от живых мозгов, от думающих и адекватных людей. Это на руку режиму, поскольку таким образом силовая структура превратится в оружие против собственного народа, в оружие, которое уже не будет давать осечек. Видимо, такого плана сейчас придерживается наша текущая власть. Я хочу сказать действующим сотрудникам силовых структур, что вы имеете право подписываться в соцсетях на кого угодно и смотреть что угодно. Это ваша личная жизнь, это ваше право на свободу мысли и на свободу получать информацию. Уволить вас, ссылаясь на ваши подписки, никто не может. Поэтому и просят написать рапорта по собственному. Прибегают к запугиванию, понимая при этом, что законных оснований для увольнения в данном случае нет. Я хочу сказать, что не нужно поддаваться на давление. Если же все-таки дело дошло до этого, то не стесняйтесь говорить об этом публично. Придавайте огласке эти незаконные действия. Называйте фамилии руководителей, которые принуждают вас уволиться. Пусть страна, как говорится, знает своих героев. Можете присылать информацию мне на почту или пишите в Telegram. Адрес и ссылка в описании. За время службы я понял, что да, действительно, руководство в системе МВД в последнюю очередь думает о гражданах и о их проблемах, а в первую очередь о себе и о своих постах и премиях. Оно думает о том, как бы не разгневать вышестоящее руководство, которому постоянно отчитывается. Это порождает и питает палочную систему. Цифры, цифры, еще раз цифры. То есть палки, палки и только палки. Ну а некоторые руководители преследуют и свои личные корыстные цели, пользуются своим постом.
Основы нынешнего учета МВД были заложены еще в СССР в 60-х годах и окончательно утвердились уже в 70-х. И с тех пор, от милиции 60-х и до полиции 2021 года, ни черта в этом учете не изменилось. Формальная отмена палочной системы осталась только на бумаге и в воспаленном мозге тех, кто в это верит. В итоге государство принимает во внимание ту искаженную отчетность, которую ему предоставляют со всех, так сказать, уголков страны, с каждого органа внутренних дел. Статистика искаженная, основана исключительно на нужных цифрах, а не на реальном положении дел. Посмотрите, например, на всплеск числа регистрируемых преступлений и одновременно снижение раскрытых преступлений в период с 2005 по 2006 год. Это объясняется только тем, что именно в тот период тогдашний министр МВД Рашид Нургалиев решил бороться с искажением статистики и попытался привести к реальным отчетные данные, но это долго не продержалось, и постепенно система вернулась в свое палочное русло. Рашида поставили на место. Тут министр неожиданно решил перейти от слов к делу. Вот таким образом. И раскрываете полностью весь лотос. Можете немножко покачаться. Это было, конечно же, очень давно, тогда президентом был еще Владимир Путин. Но если без шуток, то именно этот человек, который называет себя президентом и ответственным за все это. Если ты сидишь у власти больше 20 лет, а система выныривает из одной выгребной ямы и заныривает в другую, и ты при этом ничего не меняешь, а только допиливаешь ее под себя и свои нужды, то только ты в этом и виноват. Именно Путин создал такую систему вертикали власти, при которой нижестоящие руководители боятся предоставить реальные цифры для отчета, поскольку реальные цифры, скорее всего, не понравятся этому начальству. Палочному учету подвержены, наверное, все государственные институты у нас в стране. Мы видим это как на примере отчетности МВД, так и на примере медицинской отчетности по заболеваемости, например, в связи с ковидом. Да, все винтики государственной власти, все институты – это одна сплошная палочная система. Какой орган ни возьми, везде работают на статистику, стараются предоставить нужные отчеты, нужные цифры. МВД, образование, медицина. Что я еще забыл сказать? Напишите в комментариях своих. К сожалению, каждого большого начальника в МВД интересуют только цифры. Им не важно, что условия для нормальной работы на земле, для раскрытия преступлений не всегда созданы. Нет, например, достаточного оснащения, да попросту иногда нет даже машин для сотрудников. В итоге руководству каждого отдельного отдела или управления внутренних дел для того, чтобы не портить настроение вышестоящему руководителю, приходится манипулировать статистикой. Как это отражается на простых гражданах, никто не думает. В то же время сил и средств на борьбу с оппозицией в этой системе не жалеют. Я повторюсь и скажу, что в одно время манипуляции, например, в нашем Рыбинском УВД заключались в том, что руководство попросту давало указания подчиненным не возбуждать так называемые темнухи, то есть уголовные дела, перспективы раскрытия которых были минимальны. Вы, наверное, спросите, при чем тут Путин? Смотрите, этот человек находится у власти уже 21 год. Именно этот, так называемый гарант Конституции, подписывает законы и указы, касающиеся в том числе и системы МВД. При нем, например, текст присяги сотрудника был изменен, в него внесены изменения, и из нее убрали фразу «служу народу», и теперь текст в конце присяги гласит «служу России, служу закону». Помните Володина? Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. А после Путина будет Путин. Теперь точно определили, кому следует служить. В общем, основные приоритеты деятельности МВД постепенно менялись. Менялись именно под действующую власть. От защиты народа, как приоритетной своей задачи МВД, можно сказать, ушло окончательно, не успев дойти. И теперь главный приоритет его заключается в защите власти от своего же народа. Вы посмотрите на сотрудников милиции, полиции, которые разгоняли митинги лет 10 назад, и посмотрите на них сейчас. Новая экипировка, предназначенная специально для разгона людей. Для этого созданы отдельные подразделения. Разработана новая специальная техника и специальные средства. Это при том, что в нормальных условиях полиция должна служить народу.
В 2008 году создан так называемый Центр Э. Кстати, одним из предшественников Центра Э является орган политического сыска и суда в 18 веке «Тайная канцелярия». Ключевая фраза «орган политического сыска». Какие еще органы в мировой истории занимались политическим сыском, напоминать, я думаю, не нужно. Разгоны митингов, запугивание оппозиции, фабрикация дел и пытки – вот к чему пришло МВД при Путине. Это стало основными приоритетными задачами системы. Постепенное превращение в Оруэлловское Министерство любви. Основной приоритет – защита текущего режима. На местах это выглядит безумно глупо. Несомненно, система МВД нуждается в серьезных реформах. Те реформы, которые имели место во время переименования милиции в полицию, реформами назвать нельзя. Нужны кардинальные меры. В качестве примера можно взять реформу полиции в Грузии, которая началась в 2004 году. Тогда из органов было уволено 75 из 85 тысяч сотрудников и почти весь руководящий состав. Госавтоинспекцию тогда вообще расформировали. Новые кадры в полицию стали набирать по открытому конкурсу. Из набора исключили бывших сотрудников. Новым сотрудникам стали применять западную систему тестирования. Реформу полиции в Грузии можно назвать успешной. Кстати, после той реформы был зафиксирован скачок роста регистрируемых правонарушений, но это связано не с ростом преступности, а с изменением системы учета статистики и ухода от палочной системы. Можно ли изменить систему МВД в России сейчас таким образом, чтобы она работала на граждан, а не на кучку преступников, захвативших власть? Очевидно, что без смены самой путинской власти провести нормальную реформу МВД невозможно. Систему МВД нужно менять кардинально, убирать с постов абсолютно все руководство, обновлять полностью весь состав, используя новые методы набора и тестирования сотрудников. Нужно отсеивать и не принимать на службу лиц, которые склонны к проявлению агрессии, лиц с неуравновешенной психикой, коих сейчас в органах немало. И критерии оценки деятельности, конечно же, нужно менять. В цивилизованном мире достаточно примеров успешного развития или реформирования полиции. Можно, например, ввести в выборную должность начальников городских управлений МВД, а не назначать приезжих варягов. Начальника должны знать и уважать жители города. Но сколько-нибудь серьезные и эффективные реформы в МВД станут возможными только после смены текущего режима. Попытки сделать это раньше не увенчаются успехом, поскольку вся гниль спускается сверху. Но небольшая надежда на перемены изнутри системы все же еще остается. Ну а сотрудникам полиции я хочу напомнить, ради чего вы служите. Вы служите народу и закону. Зарплату вам платят граждане нашей страны, платят ее своими налогами. Вы сильно заблуждаетесь, если считаете, что служить нужно власти, тем более такой власти, как наша. Служите своему народу, не нужно быть псами на поводке у этого режима. И не забывайте, что выполнение заведомо преступного приказа – это преступление. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.